Здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня у нас будет коротенькая лекция. Но не зевай. И не нужно переключаться. Я обещаю, будет немного смешно и познавательно. Сегодняшняя тема у нас социальное мироустройство. Или как человечество наступало на одни и те же грабли 7 раз подряд. И при этом называло все это прогрессом. В самом начале, как нам говорят учебники по истории, у человечества была первобытная община. И как нам ее рисуют, это была какая-то дикость в каких-то там джунглях. А на самом деле все это было как чистый коммунизм, только без каких-либо партий и очередей за колбасой. Все было абсолютно общее. Охота общая, еда общая, дети общие, жена, тут как повезет. И какие-то умудренные жизненно опытом старцы, а точнее род, решал за тебя абсолютно все. На ком жениться, нужно ли тебе креститься, куда тебе идти и какому духу молиться. Личное мнение при этом никак не учитывалось, потому что с утра нужно было идти на охоту. И нужно было забыть такое слово, как «свобода». Если ты, конечно же, сбежал из племени, то тогда можешь об этом подумать. Но, скорее всего, тебя сожрет саблезубый тигр. Плюсы у этого общества – это равенство, взаимопомощь. Голод не тетка, поэтому в лес не убежишь. И минусы, конечно же, были. Ты – это винтик общественного строя. Причем винтик, которому не дают ничего выбирать. В какую сторону ему крутиться. Как ему, собственно говоря, вертеться. Потому что нужно было целыми днями работать. Это как жить в вечном корпоративе, где начальник шаман, а корпоративная этика: если ты слишком жирный, то, чувак, бойся, потому что, скорее всего, тебя могут съесть, когда не будет мяса. И главный тупик. Община не умела копить никакие знания. А все открытия закапывались в могилу вместе с умудренным жизненным опытом дедом. Потому что записать все это было просто не на чем. А рассказывать внукам порой бывает что-то лень. Итог. Человечество научилось выживать вместе. Но индивидуальность еще спала и никак себя не проявляла. Все это, конечно же, мило, но очень хотелось поорать в небеса. А потом пришло рабство. Гуманизм поневоле. Знаете, кстати, откуда оно взялось? Да-да-да, из гуманизма. Раньше пленного, которого захватывали из соседнего селения, просто убивали и чаще всего употребляли в еду. Каннибализм процветал. А тут вдруг кто-то подумал: так, а давайте-ка перестанем их убивать. Пусть они работают. Так и появилось в истории человечества первое в мире социальное партнерство, которое звучит так: ты мне свою жизнь, а я тебе за это тарелку с супом. Пирамиды, греческая философия, римское право – все это было построено на костях рабов. Спасибо, ребята. Именно поэтому появились такие ребята, как Диоген, Сократ, который просто сидел и ничего не делал. Но эффективность рабского труда, она низкая, практически ноль. Потому что раб всегда работает из-под палки, из-под пинка, а рабовладелец жиреет и деградирует. Когда рабов становится слишком много, а свободных слишком мало, то империя говорит: все, детки, пока, и разваливается. Урок общественного строя под названием рабство: человек не должен быть вещью, а должен быть личностью.
Ну, а потом на смену рабству пришел феодализм. И ты уже не раб. Нет, нет. Ты – это крепостной. И у тебя уже есть клочок земли, своя собственная семья, надел. И ты уже никакая не вещь. Ты полувещь, ты просто физлицо. И появилась социальная лестница. Барон, граф, герцог, князь, король, царь, император. И все друг другу клянутся в верности. Ты меня уважаешь? Да, чувак, я тебя уважаю. Клянись в верности. Клянусь. Служить долго. Все это как сетевой маркетинг. Ты приводишь вассала, а он приводит своего вассала. А крайние всегда простые люди. Крестьяне. Были, конечно же, и плюсы. Честь. Долг, верность. Рыцари пели серенады, сочиняли стихи своим дамам, дрались на дуэлях. Были и минусы. Социальный лифт сломался. Потому что если ты родился сыном кузнеца или дворника, то ты навечно будешь кузнецом или дворником. Ну, а если ты родился сыном герцога, тогда будешь герцогом. Даже если у тебя IQ, как у табуретки. И главное, феодализм не создавал ничего нового, только воспроизводил видимый порядок. Это как бесконечный ремейк одного и того же фильма. Скучно, предсказуемо, всем плевать на сценарий, телевизора нет, пойдем воевать. Ну, а потом на смену феодализма пришла монархия. Потому что просто надоело. Надоело, когда баронов слишком много, и у каждого барона свой собственный устав. И тогда сказали: так, все, хватит, надоело, давайте нам царя, нам нужен один царь. Так и появилась, кстати, монархия. Царь – это не кто-то там, это помазанник Божий, единство нации, армия, дороги, процветание и направление к величию страны и светлому будущему. Все, в общем, очень красиво. Когда царь умный. Но вот цари имели свойство все время меняться. И после Петра I приходил обычно Петр II, Петр III, Петр IV, и у каждого свой царь в голове. И вдруг кого-то посещает. Ну, например, начать играть в солдатиков, пока страна трещит по швам. Или повышать какие-то там налоги, потому что ему не хватает денег на очередную войнушку. А механизма обратной связи с народом просто нет. Ну и, конечно же, бунт, революция, переворот и конец голове царя, который чаще всего заканчивал свою жизнь на плахе под топором. Потому что народ, который впадает в детство, царь-батюшка решит, царь-батюшка рассудит, искренне верит, что так и будет. Но на самом деле все это детский инфантилизм коллективного сознания. Потому что даже в современном мире мы до сих пор иногда ждем, когда придет добрый начальник и даст всем конфетку. А он почему-то не приходит. И, как правило, если и пришел, то у него тогда свои тараканы. Причем не в голове, а в короне. А урок монархии очень простой. Единство, ребята, это, конечно же, круто. Но если оно завязано всего лишь на одного человека, то это никакое не единство. Это заложничество.
Но потом на смену всему, когда устали слушать каких-то там царей, пришел капитализм, который ворвался в историю с криком «Свобода! Рынок! Конкуренция!» И каждый может стать миллионером. И за последние 200-300 лет ничего не изменилось. Абсолютно. Айфоны, самолеты, интернет. Но рынок бессовести все превратил в товар. Даже любовь. Здоровье, страховка, дружба. Все это будет у тебя, чувак, обязательно. Если ты, конечно же, не нищий. Потому что конкуренция всегда вырождается в хищничество, а не в какое-нибудь партнерство, где победитель всегда получает все. А проигравший иди куда, собственно говоря, хочешь. Хочешь, иди под мост. А хочешь, иди на 3 веселых буквы. И земля, на которой мы живем, природа, тоже становится вдруг расходным материалом. А ресурсы, они не вечны. И главная цель капитализма – это вечная прибыль, которую непонятно откуда, собственно говоря, брать. Потому что высосать прибыль из счастья, любви, свободы невозможно. И тогда высшая ценность каждого живущего на планете Земля становится бабло. Ну а душа уходит тихо покурить куда-нибудь в сторонку. Конечно же, есть плюсы. Права человека, но чаще всего только для избранных. Массовое образование, правда, которое заканчивается ЕГЭ, тестами для тупых. И медицина. Правда, не бесплатная. Это все равно, что когда человеку квартиру и тут же выставить ему счет на воздух. Квартира вроде бы твоя, но платить все равно придется. Потому что свобода без морали, без нравственного компаса – это никакая не свобода. Это просто замена. Когда есть какой-то там пастух и есть овцы, которых стригут. Ну, а когда овцам не нравится, что их стригут, вместо того, чтобы ломать заборы, они просто блеют. Ой. В общем, пролетарии всех стран на это смотрели на все на это безобразие, и пришел вдруг ответ. Социализм и коммунизм, где общее благо выше частного, где нужно все отнять и поделить. В общем, красивый нравственный порыв. Причем абсолютно каждого человека. И впервые государство обязалось заботиться о слабых. Ничего не требуя от них взамен. Ну, разве что 5-летку за 3 дня. Образование, медицина, пенсии, квартиры. И все это завоевание левых идей. Но при всем при этом исчезла частная инициатива. Не высовывайся, чувак. А творческая энергия сдохла. Потому что основное правило – будь как все. Не высовывайся. Ну, а те, кто не с нами, то обязательно против нас. Голимая уравниловка. Хоть работай, хоть не работай, все равно будешь получать все одинаково. Ну, а не будешь работать, тогда 33-я. За лентяйство и тунеядство. И человек, глядячи на это все, вдруг потерял мотивацию. Потому что государство, которое становится новым господином, становится более всепроникающим.
и более всепроникающим, чем капиталист. И вместо Бога вдруг появляется культ вождя. Бог в человеческом воплощении. Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Ну, а те, кто не радуется, тех в концлагерь. В общем, сплошное духовное рабство. Ну, а урок социализма, коммунизма, справедливость без свободы – это казарма, где общее благо может, конечно, строиться на отрицании личности. Абсолютно всех, но ни одного. И в итоге получаем муравейник, где все равны, но муравьи при этом перестают развиваться. А самый главный муравей всегда на вершине пирамиды. Где-нибудь в мавзолее. Как мумия. Ну, а теперь, дорогие мои зрители, давайте-ка оглянемся вокруг. И что мы имеем сейчас? Сегодня в нашем современном мире мы имеем смесь абсолютно всего. Общины и кланы в диаспорах, долговое рабство в ипотеке и кредитах. Нет-нет, ты не раб, ты заемщик. Но будешь работать на банк до гроба. Феодальные структуры в государственных и мафиозных сетях, где социальный статус важнее любого закона. Если бабло есть, значит, можно все купить. Ну и монархии в виде диктаторов и пожизненных президентов. Капитализм, который мы сегодня наблюдаем, уже трещит по швам. Потому что, откровенно говоря, он надоел абсолютно всем и каждому. Ну а социализм встроен как социальный пакет и соцзащита. Чтобы ты не сдох. Но все равно при этом должен молиться на каких-то дядь. И главное, все человечество на планете Земля потеряло какие бы то ни было ориентиры. Раньше всегда были какие-то лидеры, которые орали в рупор: туда, идем за мной, там светлое будущее. И люди топали своими ножками в направлении этого маяка. А сейчас кто у нас, собственно говоря, лидер? ТикТок, блогер с танцами или политик с пожизненным сроком. Ну или искусственный интеллект, который пока просто рисует котиков. Куда, собственно говоря, идти? Никто не знает. Сегодня лозунгов больше никаких нет. Вернее, они есть, но люди больше в них не верят. Мы стоим на пороге, когда нужно делать либо следующий шаг, строить какой-то новый строй, рост сознания, либо всех нас ждет тотальное уничтожение и энтропия, или перезагрузка, апокалипсис, который происходит прямо сейчас у нас на глазах. И, к слову, есть одна древняя сказка. Люди же любят писать сценарии. Говорят, когда цивилизация подходит к своему логическому концу, на Землю приходит судья. Не с молотком, не с блокнотом, а просто как ревизор. Ходит, смотрит на все, что натворили здесь люди, и записывает. Так, войны есть, экология в минусе, а духовность ниже плинтуса. Мемы, конечно же, смешные, но это никого больше не спасет. И, к слову говоря, есть такая сказка, которая говорит, что именно этот ревизор решает, что с нами делать дальше. И знаете что? Говорят, что этот суд
идет прямо сейчас. Прямо сейчас, пока я шучу, а вы смотрите это видео. Где-то там, нет-нет, не на облачке, а здесь, среди людей на планете Земля, ходит ревизор и ставит всем галочки. И когда, к слову говоря, этот суд закончится, он вынесет свой вердикт. Это и есть апокалипсис. Только не такой, как в кино. Зомби и Брэдом Питтом. А тихий, молчаливый, канцелярский. Человечество, вы просто не прошли аттестацию. Так что идите все на пересдачу с чистого листа. И все. И все сначала. Опять общинный строй, опять рабство, феодализм, опять мамонты и лозунги. Вперед в светлое будущее. И, к слову говоря, все это было уже много-много раз. Потому что человечество перепробовало уже все. Абсолютно все. Но ничто не дало окончательного ответа. Почему, собственно говоря, происходит вся эта херня? Я скажу почему. Потому что все прежние строи, которые у нас существовали, решали только внешние задачи. Как поделить ресурсы, как организовать власть, как предотвратить революцию. Но ни один при этом не спрашивал, а как, собственно говоря, нужно сделать так, чтобы каждый человек мог расти. И не в своем животе, а душой, своим собственным сознанием. Чтобы он не тупел, не деградировал, не превращался в скота или в раба, а становился человеком. Человеком с большой буквы. Homo sapiens, так сказать. Человеком разумным. И вот тут умные люди говорят, нужен новый строй. Не очередная какая-то утопия, а следующий шаг эволюции всего человечества. Общество бесконечной экспансии в будущее. Звучит как название плохого фантастического романа. Но суть на самом деле очень проста. Цель – это не прибыль, не власть, а рост человеческого сознания. Потому что все материальное бренно, и только душа человека вечна, которая, к слову говоря, может развиваться бесконечно. Так что, дорогой мой зритель, представь себе экономику, где самое главное – это производство смыслов, идей, духовного роста каждого человека. И именно в этом заключается спрос сегодняшнего современного мира. Никаких тебе кризисов перепроизводства. Перепроизводства айфонов, автомобилей. Потому что на самом деле айфон не делает никого умнее. Ну а власть? Власть, конечно же, должна быть временной. Взял, сделал свое дело, гуляй, братан, смело. Сдавай свой пост, иди отдыхай. Потому что управленец – это никакой не царь, не князь, а садовник. Садовник, который просто выращивает цветы. Для культуры, для процветания своего собственного народа. Образование – это самая главная отрасль. Учитель – это самая важная профессия. Ну а дети? Дети с детства участвуют в реальных делах, а не зазубривают какие-то там даты исторических войн всего человечества. Но природа, мать-земля, это никакой не ресурс, это партнер. Потому что технологии нужно использовать для восстановления, для созидания, а не для разрушения этой планеты, на которой мы живем. Она у нас одна. И другой тут во Вселенной рядом просто нет. А экспансия в космос должна осуществляться не ради каких-то ресурсов нефти,
а ради расширения собственного сознания всего человечества. Если встретил инопланетянина, не нужно его убивать и объявлять врагом. Лучше спросить: чуваки, как у вас там с Богом обстоят дела? И с совестью. Ой. Но на самом деле все это утопия. Потому что подобный строй нельзя ввести ни в какое государство каким-либо указом, либо приказом. Нельзя навязать силой или войной. Потому что все попытки построить светлое будущее с помощью насилия и войны провалились. Потому что, когда вы меняете форму, а не содержание, все остается прежним. И если дать обезьяне гранату в руки, то она обязательно взорвет эту гранату и соседей. Общество бесконечной экспансии вырастает всегда снизу, а не сверху, из пробужденных сознаний, из осознанных людей, из человеческих душ, из семей, где перестали орать друг на друга, из общин, где труд – это радость, а не каторга, из школ, где учат быть, учат понимать, а не только сдавать какой-то там ЕГЭ и ставить галочки. И все это на самом деле никакая не утопия, а это неизбежность. Потому что вектор эволюции всего человечества никак не остановить. И либо человечество шагает вперед на новую ступень, либо болото, энтропия и полное уничтожение, чтобы начать все заново. Потому что Вселенная, она огромна и всегда найдет других желающих расти и развиваться. Так что выбор сегодня за каждым из нас, перед каждым из нас, прямо сейчас, прямо в своем доме, в своей собственной семье, в своей собственной душе, в своем собственном деле, в своем собственном сердце. Куда нам, собственно говоря, двигаться? В светлое будущее бесконечной экспансии развития? Или к уничтожению? Потому что судья уже среди нас.